Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Глаза поднимаю вверх, раз, дом. Но, по-моему, там окна нет. Но он уже, да. Блин, как жалко-то. А так все хорошо начиналось. Труба. Какая-то дымоход, видимо, да. Но печка здесь точно была. Короче, мы предполагаем, что вот здесь вот печка. Она просто не выдержала нагрузку такую. 3 метра. Крыша плюс земля. И на одно такое бревнышко. Охренительный, просто обалденнейший вид на речку. На всякий случай координаты сейчас помечу у себя в телефоне. Ну и вдруг у кого-то будет желание восстановить, пишите. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и, как вы уже поняли, я нахожусь в одном очень интересном, и, может быть, даже кто-то узнал, в каком месте. Дело в том, что здесь, сейчас я нахожусь рядом с каменным домом, и, как вы видите, он уже наполовину такой разрушенный. Первый раз это место я посетил в июле 2023 года. Ну, вместе с Евгением с канала Лесной Кот 63 мы сюда заскакивали, когда плыли на байдарке. Ну, проплывали мимо и увидели, обнаружили это строение. Мне оно тогда показалось очень интересным. И, собственно, я тогда еще попросил зрителей, да, кто посмотрел то видео, ну, если кто хочет попробовать восстановить этот дом, написать мне в Телеграм. К сожалению, либо к счастью, я не знаю, никто на связь не выходил, никто не захотел восстанавливать этот дом. А возможно, его уже и не получится восстановить. Именно с этой целью вообще я сюда сегодня и приехал. Хочу посмотреть, насколько реально попробовать оживить этот дом. То есть вдохнуть в него новую жизнь и, может быть, там, сделать новую крышу, фасад как-то, да, там чем-то заштукатурить, например. Ну, короче говоря, цель на сегодня у меня посмотреть, что с этим домом можно вообще сделать дальше. Можно или нельзя. Определить для себя все нюансы, что мне потребуется для того, чтобы этот дом восстановить. А почему вообще, в принципе, меня эта идея-то коснулась, да, и посетила? Как-то раз один из подписчиков, либо подписчиц, я уже не помню, оставлял комментарий под моим видео, что, мол, вот ты, Алексей, все строишь для себя любимого. И, знаете, тот комментарий врезался мне в память. И вот уже почти, наверное, полгода или год, сколько это было времени назад, он у меня сидел в голове, этот комментарий, что, действительно, может быть, все-таки пора уже сделать что-то такое общественно полезное. То есть этот дом, например, да, отреставрировать, и в него могли бы заходить, заезжать, посещать люди, туристы, которые проплывали бы по этой реке. Уставший путник захочет тут остановиться, и тут его будет ждать теплый ночлег, хорошая печка и хорошая кровать, хороший лежак. Задача на сегодня — навести здесь порядок. То есть я хочу разобрать крышу, все, что на ней
сейчас находится, да, то есть это и земля, и доски какие-то подгнившие, прогнившие, и посмотреть вообще внутри дома, то есть что там, есть ли вообще целесообразность восстановления данного строения. Ну а если вдруг я для себя обнаружил, что есть смысл восстанавливать этот дом, то, соответственно, на этом история не закончится, и вы будете смотреть еще не одно видео из такого живописнейшего места. Ну что, садитесь поудобнее, приятного просмотра, пойдемте крышу разбирать. Так, я думаю, имеет смысл начать разбор полетов, да, разбор этого дома с этой части, с крыши, то есть всю вот эту землю сейчас, весь грунт скидываю вниз куда-нибудь в сторону берега и попробую добраться до того, что там. То есть вот это вот все барахло, все надо отсюда выкинуть. Все вот эти вот бревна. Ох, прикольно. Таких проектов у меня никогда не было. Но я думаю, от этого будет еще интереснее. Тут стоит сделать небольшое отступление. Ведь многие из вас наверняка задаются вопросом, почему видео вышло сейчас, а не в прошлом году, в момент разбора этих завалов. Объясняю. Так уж сложилось, что работы по реставрации дома оказались для меня в эмоциональном плане несколько сложнее, чем строительство с нуля. Приходишь и видишь перед собой разруху и кучу мусора. И, забегая вперед, скажу честно, я несколько раз выбрасывал из своей головы эту идею с восстановлением дома. А потом приезжал вновь, так как мысли о нем меня не покидали. Пока первое впечатление, что каркас дома в хорошем состоянии. И я смотрю, стены там, ну, в 1,5 кирпича, наверное, если не в 2 даже, толщиной. Но это вообще здорово. Такое капитальное, монументальное строение, я бы даже сказал. Знать бы, кому оно, кто его строил, потому что вряд ли оно кому-то принадлежит. Здесь, ну, общественная земля, да, назовем это так. То есть вот она, Волга. И здесь купить землю никак нельзя. То есть это самозахват, по всей видимости, когда-то был. И судя по строению дома, это было очень давно. То есть лет, наверное, 10, как уже за домом перестали следить, перестали приходить. А может быть даже и больше, кто знает. Ну что, вот уже я и зашел первый раз в дом. Крыши пока нет, но наполовину я уже разобрал старую. Осталось еще ровно половина крыши свалить сюда внутрь. И потом можно это все дело вычищать, куда-нибудь в общую кучу кидать. Мало ли, может быть, потом земля, эта глина пригодится, хотя я сильно сомневаюсь. Из еды у меня сегодня только вода и бананы. Рассчитываю поработать до темноты, ну, часов до 7, наверное. И после чего уже по темноте пойду до машины и потом поеду домой. Смотрите, какое перекрытие было использовано на крыше. Очень тонкие стволы деревьев, причем не ошкуренные, и толщина всего лишь сантиметров 6-7. Конечно, удивительно, что на такой дом, в который было вложено, ну, огромное количество сил по его бетонированию, сэкономили вот на таких вот бревнах, на таких перекрытиях. Либо, возможно, это уже не первое обрушение. Я это тоже допускаю. То есть когда-то крыша обрушилась, ее поменяли вот на такие стволы деревьев. Вполне допускаю. Потому что здесь, смотрите, видите, там деревья вон свисают. То есть вон те деревья тоже, по ходу дела, рано или поздно упадут. Но я не думаю, что они повредят крышу.
В идеале надо будет просто хорошенько усилить крышу именно туда, ближе к склону, который идет участок. Отлично, я уже добрался до лежака. Ну, а может быть, это и стол вообще был, или сундук какой-то, я еще пока не до конца понимаю. Но самое главное, если сделать хотя бы временную крышу, ну, даже и зимой, да, несмотря на то, что скоро уже морозы будут, здесь уже можно ночевать. И что интересно, я смотрю, помещение-то огромное. То есть в длину 4 метра точно. И в ширину 3,5 метра, может быть, даже и 4. Ну, это действительно крутой объем. Мне очень нравится. А сами стены, в принципе, нормально выглядят. Я пока что смотрю, так оцениваю. Не вижу критичных каких-то мест. Но даже если вдруг они где-то появятся, всегда можно будет с помощью арматуры, раствора все это дело укрепить. На носу сейчас уже декабрь месяц, прям буквально вот уже не за горами он. Сегодня 18 ноября. И поэтому надо поспешить, пока еще снег у нас не выпал. Этот год у нас, эта зима вообще какая-то такая вялая. То есть снега пока еще не было, только дожди идут. И это мне на пользу. Пока грунт не промерз, надо его весь отсюда выбрасывать изнутри дома. Именно поэтому я решил начать заниматься этой реставрацией дома осенью, чтобы сейчас все быстро зачистить до зимы, ну, до наступления морозов. Эх, знал бы я в тот момент, что меня ждет через полгода, и как же мало снега у нас выпало. Сарказм. Ведь мой дом под землей затопило именно из-за огромного количества осадков зимой. Но тогда, в ноябре 23-го, снег еще только маячил на горизонте. И первые снегопады однозначно приносили радость, ведь его ждут всю осень, вплоть до первых белых пушинок, падающих с неба.
Привет! Сегодня уже 20 ноября. И по прогнозу обещают метель весь день. Не знаю, прогноз сбудется или нет, но я привык не отталкиваться от прогноза погоды, а действовать по ситуации. Поэтому взял балаклаву с собой, ну, я думаю, она мне поможет и спасет. Взял кирку, вот такую, ну или кайло, кто как хочет, тот так и называет, в принципе, ну кирка для меня это. Потому что грунт уже немножко мерзлый, погода, сами видите, какая сегодня, -7. Я думаю, кирка мне поможет долбить мерзлый грунт и плюс ко всему еще и прорубать корни каких-то деревьев, которые вон сверху аж до сюда корни пускают. Все, к воде тянутся. В принципе, как и человек, деревья тоже не могут без воды. Что ж, давайте продолжим раскопки данного заброшенного дома у реки. Погнали! Ощущать себя работником каменоломни для меня было чем-то новым. И несмотря на наличие кирки, работа резко замедлилась. В этот раз запахло безнадегой очень сильно. Да еще и плохое открытие преподнесли мне раскопки 4-й стены дома. Как оказалось, 4-й стеной дома являлся срез горы. Это меня добило окончательно. Ведь придется возводить стену из валежника или досок и каким-то образом усиливать это место от обрушения. Заниматься этим в тот момент было совершенно не с руки. Если честно, в тот день я решил сдаться и вообще отказаться от идеи с восстановлением каменного дома. Сюда я больше не вернусь. Такая мысль крутилась в моей голове. И там жопа. Там гора получается просто. Есть ли смысл дальше возиться? Честно говоря, я не вижу. Ну, можно, да, вот этот весь грунт убрать будет. Блин, но там гора. Либо стену выкладывать, но это тогда уже по весне надо этим заниматься. Короче, как-то так. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ну что, вот я и вернулся в каменный дом. Прошло больше, чем полгода с момента моего первого посещения этого места, ну, с момента начала реставрации, скажем так. Сейчас уровень воды, во-первых, высокий, и мне было интересно посмотреть вообще, насколько подтапливает это место, не подтапливает. И есть понимание, что нет, вода здесь до дома не доходит даже в самый разлив. Как раз сейчас самый сброс воды идет у нас на ГЭС. С домиком все в порядке, стены никуда не попадали, все как положено, как и было. Немного, конечно, меня смущает, и я об этом долго думал, как раз все эти полгода с момента последнего посещения. Вот этот вот обрывчик такой, да? Я еще тогда тоже думал, что вот вон то дерево, еще и там вон дерево тоже, они могут попадать, но деревья даже как бы не так важно, они все равно до сюда, может, и не сползут. А вот то, что грунт будет постоянно надвигаться на дом, это, конечно, тоже надо как-то предусмотреть и обезопасить крышу от дальнейших оползней. Короче, сегодня 30 апреля 2024 года. Последний раз я здесь был в ноябре 2023 года. И предлагаю вам продолжить реставрировать этот каменный дом. Задача на сегодня убрать, наконец-таки, весь мусор, весь хлам оттуда изнутри, который я не смог убрать в
в прошлый раз из-за того, что начались снегопады. Сегодня я это все убираю, оцениваю объем работ для того, чтобы сделать потом крышу. Ну, то есть измерить нужно, да, какие бревна нужны, какой длины и вообще какая конструкция крыши будет. Все это обдумаю конкретно дома. Нужно же сделать, скажем так, экономно и в то же время надежно. Потому что смысла вкладывать сюда какие-то там большие средства, ну, на мой взгляд, не имеет. Место проходное, мало ли кто-то захочет сломать. То есть это даже своего рода, кстати, будет социальный эксперимент. Насколько долго сможет просуществовать место в восстановленном виде. Как быстро его сломают, либо не сломают. А может быть, наоборот, оно получит дополнительное развитие, и люди здесь будут приходить, оставлять записки, да, там, что-то делать, ремонтировать, латать. И, возможно, этот дом вообще превратится в такой туристический домик нашей области, который будут знать все. Конечно, хотелось бы второго варианта, а не первого, когда просто все сломают. Но это мы узнаем только лишь восстановив этот каменный дом. Поэтому давайте продолжать работать уже в теплую весеннюю погоду. Работа движется, и идет она сегодня хорошо. Смотрю на вот это подобие печки и думаю, что эти кирпичи, наверное, имеет смысл разобрать, аккуратно потом куда-нибудь сложить и в дальнейшем их как-то использовать. Может быть, камин сложить, может быть, печку сложить такую же. Они просто ни на чем не держатся. Видите, они болтаются. Фух. Работы, конечно, еще много. Но, тем не менее, уже видны очертания будущего помещения. Размеры примерно 4 на 3 метра. То есть тут вполне комфортабельно можно будет разместиться вдвоем, а может быть даже и втроем. Потом, даже если половину крыши сделать, уже можно будет ночевать. Это уже хорошо. Окошко поставить. Хорошо будет. Дверь уже есть. Временно можно и такую использовать. Ну а материалы, которые я нахожу, что-то более-менее стоящее, там, в виде бревен, я пока складываю в кучу, в общую туда за дом. Может быть, какой-то лежак из них получится сделать, может быть, просто на костер пустить, может быть, лавочка какая-то у костра будет. Посмотрю. Но в целом мне вообще это место нравится. Волга, речка, матушка, склон горы, свежий воздух. Летом здесь будет вообще классно. Уже 2 лежака вырисовывается здесь. И самое главное, что мне нравится, что уровень пола оказывается очень низко. То есть крышу, в принципе, и не надо будет сильно поднимать. Тут лежак. И крыша еще будет вот тут вот аж. В принципе, зайти в помещение и даже немножко пригнувшись ходить, спокойно можно будет здесь. А помещение реально огромное получается, просторное. Вот единственное, вот насчет этой стены, только я думаю, что с ней делать, как ее усилить и предусмотреть в дальнейшем обрушение, чтобы вот это вот все сюда не заваливало опять вот этот грунт, камни, какие-то подпорки, может быть, усиления. Если какие-то идеи у вас есть, то напишите об этом в комментариях. Может быть, что-то из этого возьму на вооружение. Ну, сейчас, я думаю, дочищу вот эти 2 кровати, 2 лежака, уберу с пола вот здесь, чтобы можно было тут хотя бы присесть, да, то есть сегодня уже будет
тот день, когда в этом помещении, в этом доме можно будет уже внутри посидеть с комфортом, с каким-то. Что-то в виде столика, может быть, получится организовать. Ну, сейчас посмотрю. Ну и, пожалуй, печку сейчас сразу разберу, дабы эти кирпичи лежали в одном месте. Некое подобие столика, может быть, получится как раз около этих двух кроватей, на которых, ну, на которых можно будет обедать, завтракать, ужинать. И заодно под вот этой вот трубой кирпичной, да, посмотрим, что там вообще. Может быть, там какая-то металлическая дверца есть даже от печки. Хотя я в этом сомневаюсь, ну а вдруг? Ну и соответственно, здесь еще и убрать не мешало бы вот этот бардак рядом с кирпичной трубой. Конечно, немножко я сейчас расстроился, что кирпичи практически все битые и колотые. То есть что-то внятное из них сложить вряд ли получится. Ну, мало ли, может пригодятся куда. Даже если там какую-то печку вдруг потом сделаю, может быть, обложить ее этими кирпичами. Посмотрим. Может быть, некое подобие камина. А может быть, прям настоящую кирпичную печь, которая будет здесь жарить и давать свое тепло этому будущему отреставрированному дому. Ну и раз работа так хорошо пошла, то, пожалуй, попробую откопать дверь, чтобы она открывалась и закрывалась. И уже будет какое-то подобие полноценного дома. Дверь открывается, закрывается. Хотел уйти, уже думал, все, пора заканчивать. Нет. Во-первых, попробую все-таки разгрести вот здесь до конца, насколько это возможно. Просто чем дальше копаешь, тем грунт влажнее, тяжелее. И плюс еще здесь печка, то есть остатки печки, то и дело я нахожу кирпичи. Постоянно там выковыриваешь этот один кирпич. И работа, в общем, пока застопорилась. То есть, по-хорошему, было бы здорово, чтобы вот это вот место здесь подсохло, просушилось.
и уже будет проще доставать и кирпичи, и копать. В общем, максимально здесь добиваю, насколько это возможно. И попробую сделать какое-то подобие лежака. Хотя бы одного, чтобы можно было посидеть, может быть, там отдохнуть. Ну и повторюсь, таки там позавтракать, пообедать, поужинать. В общем, сегодня прям такой эмоциональный заряд положительный. Потому что есть какой-то результат работы. Не то, что в ноябре прошлого года, когда я просто приходил и копал. А сейчас здесь уже прямо что-то вырисовывается, и мне это нравится. Красота. Кто бы мог подумать сегодня, что у меня здесь будет вот такая вот кровать. Хорошо, что на берегу Волги можно много всякого мусора найти интересного и полезного. Еще бы, конечно, такую еще одну доску, да, пустить вот сюда, и было бы просто прекрасно. Ну, в целом, и сейчас уже можно лечь сюда. Опа. О, отлично. Красота. Лежак есть. И это здорово. Еще одну дощечку нашел. Причем отсюда же ее использовал. Не знаю, откуда ты была. Вот, все. Теперь один лежак уже готов. Постелить пенку можно и, по сути, спать, ночевать. Объем работы остается, тем не менее, огромный проделать. Что-то решить с этой стеной, что-то решить с крышей. Но все это решаемо. Главное, было бы желание. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи. Пока-пока.